Здорово, лудики! Сегодня снова играем турнир. На этот раз Kings Prague Poker Cup за 70 евро с гарантией 60 тысяч. Играем самый первый флайт. Это многофлайтовый турнир. Там будет примерно 15 первых дней и один второй в субботу. Вот, собственно, играем самый первый флайт. За мин-кэш дают 120 евро. В призах 10%. 10% поля проходит его второй день. За ЧПК дают 450 евро. Вот, так что поборемся за ЧПК сегодня. Удачи нам! Погнали! Итак, первая рука в сегодняшнем видео. До этого я успел просадить полстека в нескольких безнадежных для меня 3-бет-потах, и вот, наконец, очередной шанс нажить немного фишек. Поднимаю король валет разномастный на малом блайнде, на блайндах 100-200. Агрессивный спортсмен открылся с котов 1100, аж 5,5х. Тем не менее, это не помешало мне его потребетить. Ставлю 3,5 и получаю быстрый колл. Флоп 3-5-6, у нас бэкдорная ФД. Без позиции ситуация пока не очень, не хотелось бы получить рейз на свою ставку и не реализовать потенциальный бэкдор, поэтому играю чек. Оппонент быстро чекбэкает. Терн четверка, закрывается флеш, также 4 карты к стриту. Решаю, что пришло время что-то делать и ставлю 2500, треть банка. Получаю быстрый колл. Ривер валет черва, флеш закрылся, уже неплохо. СПР на ривере чуть меньше одного, ставлю all-in, поляризуюсь. Либо у меня воздуху я доблефовываю, либо у меня нац. Хотя это не совсем так на самом деле, у меня здесь далеко не нац. Думаю, что в обычной ситуации я бы поставил меньше, может быть 40-50% от банка. Но чуть дальше видео вы увидите, почему именно против этого оппонента я выбрал all-in. К сожалению, оппонент скорее всего был пустой и быстро выбросил карты в пас. Ну я чуть ближе к стартовому стеку. Следующей рукой снова на смолблайнде, снова на блайндах 100-200, поднимаю король 9 мастевые. Хайджек рейзит 500, котов колл, я колл и бигблайнд тоже колл. Здесь уже, конечно, я сделал ошибку, что зашел третьим без позиции в данную раздачу. Думаю, стоило сыграть от агрессии и поставить 3-бет. К сожалению, прошлое оператора колл-центра дает о себе знать. Алло. Да. Флоп 3-4-9 радуга, играю чек, ББ тоже чек. При флопе агрессор ставит 1300. Котов колет. Тут я решил, что не хочу давать кому-то что-то протягивать и даю рейс 4000. У меня топ-пара с хорошим кикером, почему бы и не сыграть чек-рейс. Бигблайнд выкидывает карты. Хайджек играет колл, котов тоже выкидывает карты. Хедзап и на терне видим шестерку. Все еще радуга, но доска в целом мало приятная. Тем не менее, потому как я сыграл флоп, решаю не сдаваться и продолжить агрессию. Ставлю 5000, чуть меньше полбанка. Руки слабее вряд ли нам заплатят больше, зато заплатят девятки слабее и руки типа мастевых туз-2, туз-5, у которых все еще есть дро. Получаю колл. Ривер пятерка, совсем гадость. Но не хочу играть чек и быть заблефованным, а решаю поставить блокбет 10% от банка. Ставлю 2500, на рейс быстро выброшу и забыли. Вижу, что оппонент довольно долго думает, понимаю, что рейза уже точно не будет. В итоге получаю колл, показываю свои король 9 и вижу, что оппонента дама 9. Приятно, забираю неплохой банк. В целом, всей этой неловкой, хоть и удачной для меня раздачи, можно было бы избежать просто 3-бетом при флоп. Век живи, век учись, в следующий раз сыграю лучше. Далее на блайндах 200-300 поднимаю 5-6 мастевые. Люблю играть мастевые коннекторы в глубоких стеках. Люди очень часто готовы отгрузить тебе весь стек с какой-то оверпарой на низкой доске. Открываю 700, получаю колы от СБ и ББ. Флоп 5-8-2, крестовая флеш-дро, получаю 2 чека и также решаю не продолжать. Чекаю. Терн 3, открылось второе ФД, а я усилился гадшотом. СБ чек, а ББ решает поставить 2000. Пока не готов выбрасывать и играю колл. СБ, немного подумав, выбрасывает карты в пас. Ривер четверка, гадшотик закрылся, оппонент решает сыграть чек. Дальше я, конечно, ерунду полную сделал, поставил где-то 2 банка all-in, что мне тут заплатит вообще не ясно. Очередная ошибка, которую нужно не совершать в будущем. Тем не менее, оппонент радостно инстаколит и объявляет нац, что в данном случае 6-7. Ну, думаю, приплыли. Справедливое наказание за ошибку на ривере. Но чувак перевернул, по-моему, 6-9 разные. Ты, по-моему, перепутал. С которыми, по идее, вообще не должен был оказаться в данной раздаче. В общем, мы поделили этот пот, а зато я сделал себе пометочку на оппонента. Совсем скоро она нам пригодится.
Далее поднимаю карманные восьмерки на баттере на блайндах 200-300. Девушка на УТГ играет лимб, УТГ плюс 1 изолирует 1500. Думал между рейзом или колом, к сожалению снова выбрал пассивную линию. Нажимаю кол, как и УТГ. Флоп 2-10-10 радуга, очень даже хорошая для нас. Мои оппоненты чекают, а я чекать не хочу и решаю немного поставить на value. Ставлю 1800, треть банка. Получаю быстрый и внезапный рейс от творческой натуры на УТГ, а плюс 1 выкидывает. Давайте подумаем, что она пытается изобразить вообще. Рейзить десятку здесь не имеет никакого смысла. Выбьем кучу рук слабее, которые бы не отказались побаррелить по терну. Пара сильнее мои должны быть в рейзе, либо хотя бы в лимп при рейзе, как и оверкарты, типа дама-валет, король-валет, король-дама. Остается какой-то туз хай-воздух, чтобы забрать банк здесь и сейчас, и карманки поменьше моей, которые не хотят, чтобы хай-карты наловили свои ауты. Игра эта имеет смысл только кол. Дальнейшим рейзом я либо выбью все руки слабее, либо напарюсь на шальную десятку. Хотя это маловероятно. Играю кол. По терну четверка, открылась ФД. Спортсменка с УТГ, недолго думая, посылает all-in. Я, естественно, никуда не денусь. Я, в принципе, и не думал над колом. Просто посмотрел на ее стек и нажал кол. Вижу там шестерки. В целом все было понятно. Двигайте уже мои фишки сюда. Так-то. Пару уровней кардеда и поднимаю карманные девятки на блайндах 300-600 на баттоне. Хайджек рейс 1500, готов кол. В этот раз я выбираю агрессивную линию и ставлю 3бет 6000. Блайнды выкидывают. Хайджек и котов пока остаются в раздаче. Флоп, туз, король, король. Конкретно для моей руки не очень, а вот рейндж у меня будет посильнее, чем у оппонентов. Все сильные тузы будут скорее у меня, чем у них. Поэтому, когда получаю 2 чека, ставлю продолженную в четверть банка. 4500. Хайджек выкидывает карты в пас. Оппонент на котофе играет кол. Помните того спортсмена, который кричал нац и инста заколил 2 банка all-in? И я помню. Тем не менее, помощь от дилера в данной раздаче мне не повредит. Оп, а вот и она. Девятка на терне дает мне фулл хаус. Оппонент чекает, а я буду ставить уже на value. И буду ставить хорошо. Было бы круто, если там был король, тогда можно было бы ставить очень плотно. С другой стороны, какой-то туз на плотную ставку уже может сдаться, а туз там будет куда вероятнее короля. Чтобы не выгнать туза из раздачи, ставлю еще третюшку. 10500. Получаю быстрый кол. Рыбка на крючке, осталось только вытащить. Терн валет вполне неплохой, если оппонент внезапно протягивал даму 10. Я уже успел понять, что наш оппонент совсем не любит выбрасывать, а еще может принять совсем поспешное решение и переиграть свою руку. Но мне СПР примерно в 0.5 уже позволяет поставить оппоненту all-in, что я с радостью и делаю. В этот раз спортсмен немного призадумался, но никуда не делся и нажал кол. Показывают девятки, оппонент показывает туз дама. Скажем так, терном остался недоволен. Сюда бабки. Далее поднимаю карманные дамы на малом блайнде на блайндах 400-800. Котов открылся рейзом 2000. Я решил потребатить без позиции в довольно глубоких стеках 4x сайзом 8000. Все пас. Котов кол и идем смотреть флоп. Флоп 10 валет 3 с флеш-дро. Потенциально данная доска может принести много экшена, так как очень подходит диапазону кола оппонента. Ставлю треть 5500. Добираюсь валетов и многочисленных дро, но при этом не хотелось бы получать рейс. Оппонент коллирует. Отлично. Терн семерка. Доска становится еще чуть менее приятной. Буду ставить много, так как это последняя улица, когда я могу добрать с различных дро и валета. Ставлю 18 тысяч, примерно 2/3 банка. И получаю достаточно быстрый пас. Похоже, что оппонент был совсем пустой. Да, иногда раздачи бывают достаточно простые. У нас хорошая, мы ставим на value, а оппонент быстро выкидывает. Жаль, что не заплатили. Спасибо, что не переехали. Далее на малом блайнде поднимаю король 9 сьют на блайндах 600-1200. Каким-то образом получается так, что много хороших ограбленных рук у меня появляется именно на смол блайнде. Котов открывается 3000. Я играю кол. ББ тоже кол. Сейчас я уже сделал вывод, что такие руки лучше играть через 3бет, а тогда еще нет, поэтому снова играю пассивно.
Флоп, тем не менее, достаточно хороший. У нас нет готовой руки, но при этом есть ФД и бэкдор на стрит. Все быстро чекают. Терн собираюсь ставить вне зависимости от вышедшей карты. Бум, флэш закрылся, и не просто флэш, а нацфлэш. Возбужденный данным событием, быстренько ставлю, но небольшой, не хочу напугать оппонентов. Даю всего четверть. Думаю, можно было дать и побольше. Получаю 2 кола, неплохо. Пожалуйста, доедьте во что-нибудь. Ривер шестерка, неплохо. Кто-то из оппонентов мог доехать в стрита, 2 пары тоже никто не отменял. Решаю поставить много в этот раз. Даю 12 500, примерно 3 четверти банка. Будь у меня всего лишь червовый король, думаю, я бы поставил так же. Хотя, наверное, не двоих. Оппонент на бигблайнде довольно надолго задумался. Думаю, заколить ему мешает агрессивный оппонент на катофе. К сожалению, он выкидывает карты в пас, а котов выкинул моментально. Забираю небольшой банк, но тем не менее тоже приятно. О, дальше получилась достаточно забавная, интересная рука. Играем на блайндах 800-1600. Поднимаю даму 10 разные. Угадайте, на какой позиции. Все до баттона выкинули карты в пас. Баттон открывается 3200. В этот раз решаю атаковать соперника и даю 3 бет, сразу 12 000. ББ выкидывает, оппонент быстро колет. Но стоп. Сколько фишек он туда кинул? Чуть больше положенного. Панадилер говорит, что это рейс. 33-100. Что ж, оппонент кинул фишки моментально. Временно подумать у него было только пока ББ выкидывал карты в пас. Голос его звучал очень удивленно. И оппонент выглядел слегка напугавшимся своего случайного, как я думаю, рейза. Не думаю, что он пытается меня таким образом обмануть и спровоцировать на действие, выходящее за рейндж. Ну, или Оскар этому господину. Колоть этот 4 бета я, естественно, не собираюсь. Делал бы это только, наверное, с одной или с 2 руками, типа тузов королей. В общем, учитывая все вышесказанное, считаю, что у оппонента нет достаточно сильной руки, способной на кол алына от меня. Причем с таким же стеком, то есть около 100 000 фишек. Ставлю алын. Оппонент думает только потому, что жалко выкидывать треть стека в никуда. Но выкидывает король валет разномастные. Я показываю свой нац. Поднимаю номер 1 на катофе. Наконец-то. Блайнды 1000-2000. Я даю рейс 5000 сразу. Бигблайнд знает, что я снимаю, что-то там бубнит. Это игрок, против которого я поставил алын на ривере самой первой рукой. Получаю 3бет 17 000. Великолепно. Думаю, что бы мне такого сделать. Соперник супер агрессивный и супер лузовый. Он очень широко трибетит и очень широко колет. Есть опция сыграть просто кол и дать оппоненту пробаррелить. 4 бет минимальным сайзом слишком подозрительно. Не минимальным сайзом на полстека тоже выглядит очень сильно. Поэтому, чтобы полностью реализовать потенциал своей руки, лучше сыграть кол и дать оппоненту побаррелить, либо сыграть алын и дать оппоненту заколоть. На большой алын противники часто кладут тебя на туз-король и думают, что поедут в монетку, зная, что данный оппонент любит погэмблить, и если у него какая-то пара, покрутить он точно не откажется. Берем во внимание также то, что это последний уровень поздней регистрации, до ее конца остается буквально минута 3, то есть еще пара рук. А еще я снимаю видео, иногда это тоже побуждает оппонентов на действия, выходящие за рамки стандартных. Суммируя все слагаемые, на алын ожидая получить кол чуть чаще, чем фолд. Ставлю алын. В итоге оппонент подумал с минутку, порассуждал, АК у меня или не АК, и решил таки загэмблить. Кому-то повезет, а кто-то пойдет в кассу, говорит он, и коллирует на карманных семерках. Произошло как раз то, на что я и рассчитывал, ставя алын. Флоп король 5-6, бэкдор флешдро наша, все спокойно. Терн открылась наша ФД, и у оппонента всего 1 аут. Ривер, двойка, полное удвоение для нас при стеке 47 блайндов, на перерыв уходим в прекрасном настроении. Следующей рукой, уже после перерыва и окончания поздней регистрации, поднимаю туз 9 мастевой на катофе. До нас рейс 7000 с ранней. Думаю, у нас неплохая рука, чтобы зайти колом, что я делаю. Остальные пас. Флоп туз 9 валет, у нас 2 пары, правда доска монотонная, то есть все карты одной масти. Но оппонент быстро ставит алын, я также быстро коллирую, потому что не ожидая, что руки сильнее, сразу полетят ставить алын.
выбивая все, что может быть слабее. Достаточно ожидаемо вижу топ-пару с кикером дама, пока мы впереди. Тёрн семерка, ривер двойка и забираем стек очередного оппонента. Дальше я немного отдохнул и 1,5 уровня сидел кардет. На блайндах 2500 поднимаю АК-мастевые на ОТГ +1. А до меня уже был лим с ОТГ, я изолирую 15 тысяч. Получаю кол на ББ от лузового дяди и кол от ОТГ. Банк уже довольно неплохо раскручен. Флоп туз дама 2 с не нашим ФД. У нас топ-пара, топ-кикер, но доска потенциально опасная. Получаю 2 чека и ставлю треть. 15,500, банк 47. Получаю быстрый кол от ББ, а вот ОТГ призадумался. Ожидаю чек-рейс. И, собственно, получаю его. Не ожидаю там рук сильнее моей в данный момент. Туз дамы он так не сыграет. Тузы и дамы тоже. Двойки после лейт-реги я бы с ОТГ порыл. Оппонент играл достаточно аккуратно, так что думаю он тоже. Что я вижу у него в рейнже в данный момент? Мастевые туз 2. Единственное, что сейчас сильнее моей руки. Но мастевых туз 2 остается только 2 комбинации. Бобовая и червовая. Это очень мало. Чего там много, так это мелких мастевых крестовых тузов. Туз 3 и, я бы сказал, да, туз 7, туз 8, судя по предыдущим шоудаунам. От бигблайнда я вообще ничего не ожидаю. Игрок там очень творческий, у него может быть 2 любые. С ним готов ехать в любой момент. Оппонент, который порейзил, имеет еще 70 тысяч сверху. По закрывшемуся ФД буду отваливаться. По бланку поставлю all-in или нажму кол, смотря что сделает оппонент. С этими мыслями калирую. Лузовый дядин на ББ выкидывает. Тёрн пятерка черва. Оппонент очень быстро посылает all-in. Думаю, он готов был сделать это по любому ранауту на терне. Флэш-дро не закрылась, поэтому жму кол, как и хотел. Вижу туз 10 с попаданием в туза и нац ФД. Почти то, что я ожидал, только кикер закладывал хуже. Но ривер рушит мои надежды на чип-лидерский стек в 400 тысяч фишек. Десятка. Блять. Это вот казино, блядь. Оппоненту доезжает десятка, то есть вторая пара. А я остаюсь с огрызочком 12 блайндов при среднем стеке в 45. Печально. Итак, фишки ездили туда-сюда, я ставил блайнда, я воровал блайнда. В итоге все еще со стеком в 10 биг блайндов ставлю all-in на туз король мастевых и получаю кол от туз 5 разных. Неплохо, нужно только устоять. Флоп безопасный. Тёрн открылся гадшот, но мое ФД. И я не удивлюсь, если закроется именно гадшот. Но нет, ривер бланк, и я забираю стек в 20 биг блайндов. Что ж, далее блайнды выросли до 3000-6000. И бабл прошел довольно быстро, там буквально пару рук, всего hand-for-hand сыграли. Чувак какой-то очень быстро отстрелялся, его чипак принял. И, собственно, он вылетел. А мы прошли дальше. Стек я пронес примерно 97 тысяч, и второй день будет начинаться на блайндах 3000-6000, так что у нас будет 16 блайндов получается. Не густо, но попробуем раскрутиться. Prevezme, všetko je to. Není. Že tam chybějí. Arbako, najlepší, najlepší. Tak to má být. Второй день, к сожалению, мимо кассы совсем прошел. Я ни одной играбельной руки не увидел. Мы начали на блайндах 3.6, у меня было 16 блайндов. Успел поставить разочек блайнда на 3.6, потому что мы доигрывали этот уровень, там, по-моему, 8 минут оставалось. Дальше было 4.8, 5.10, и я не помню, по-моему, на 5.10 я и вылетел, проставив блайнд несколько раз за все эти уровни. У меня оставалось блайндов 5-6. Котов открылся, активный чувак. Я поставил all-in с блайнда, с туз 6 разными, ну, такое. Наверное, не самый лучший all-in, но я подумал, что могу почти удвоиться, там, забрав анте и open.
могу почти удвоиться без шоу-дауна. К сожалению, так не получилось. Чувак показал 8, и уже по флопу наловил себе сета. И такой бесславный вылет, к сожалению. Ну, что поделать, такое тоже бывает. Сыграем в следующий раз лучше. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что думаете по поводу всех раздач, по поводу любой раздачи. Возможно, по поводу раздачи с дамой 10. И до скорых встреч.